ленинградских, о, какой ужас, а, на пике идеализации. Вот, мама, забери меня отсюда. Умираю от такого Соколова, когда я его слышу. Наматывание кишек на кулак. Думаю, я не пойду больше, не пойду. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Ильканон, я Марина Аршинова. Поговорим мы с вами сегодня о Григории Соколове, потому что ему вчера исполнилось 70 лет. А также потому, что я, как слушатель Григория Соколова с 40 плюс стажем, страшно сказать, хотела бы поделиться с вами своими размышлениями об этом человеке и музыканте. Начнем. Значит, Соколова в Петербурге зовут Гриша. Наши учителя, вот так получается, что они с Гришей вместе учились, чуть раньше или чуть позже, и они его узнали впервые как Гриша. Вот сразу же приведу такой пример. Моя учительница в музыкальной школе, Калерия Дольфина-Сандовская, она мне рассказывала, что она впервые увидела Гришу, когда ему было 10 лет. Там состоялось какое-то городское методическое совещание, значит, с темой исполнения этюдов или работа над этюдами. Вы представляете, какие были замечательные времена, увлеченные профессионалы собирались вместе, да, говорили о том, как нужно прорабатывать этюды. Родители в восторге были, очень хотели, чтобы их дети прорабатывали эти этюды. И пришла на это совещание педагог десятилетки Илья Ильинична Залихман, которая привела своего ученика Гришу Соколова, который был тогда в 3-4 классе примерно. Вот. И она рассказывала о том, как нужно работать над этюдами, и Гриша иллюстрировал этот рассказ, он должен был исполнить несколько этюдов. Вот. Он, моя учительница рассказывает, на сцену вышел такой толстенький, пухлый мальчик, вот, такой неулыбчивый. И он сказал, что я каждый этюд буду играть по 4 раза. Вы будете слушать? Ха! Ты ломишься в открытую дверь. Конечно, будем. Вот, сказали ему преподаватели. И вот он каждый этюд сыграл по 4 раза. Вот, чтобы вы понимали, что такое этюд сыграть 4 раза. Этюд это, вот, знаете, это как спринтерская или стайерская дистанция. Это... Ну, в общем, вот когда доигрываешь до конца, да, то рука, в общем, она отваливается, да, слегка. Вот. Играть этюд 4 раза, это все равно, что 4 раза пробежать спринтерскую дистанцию или стайерскую дистанцию, да, что еще сложнее, да, потому что стайерская дистанция, она чрезвычайно сложна, именно вот как бы в плане выносливости. Вот, и вот это вот 4-кратное повторение одного и того же этюда, оно сразу же, конечно, говорит о том, что здесь мы имеем дело вот с каким-то необычным, в общем-то, дарованием. Мой профессор в консерватории, он учился в 10 классе десятилетки, когда Гриша учился в 5. И он мне рассказывал, а также все, кто учились там вокруг с Гришей, они вот все время рассказывали о нем какие-то легенды. Абсолютно чистая правда, да, легенды не как бы в кавычках легенды, а это вот просто правдивые истории, которые звучат как легенды. Ну, например, о том, как десятиклассникам приносили учителя сочинения, которые писал Гриша, и читали им в качестве образца. О том, как Гриша в школе выучил немецкий язык. Ну, мало кто в школе в те времена мог выучить язык. Вот. А Соколов выучил немецкий язык, и в дальнейшем, когда он уезжал за границу, немецкий был для него таким вот языком общения. Вот. Он еще объяснял немцам этимологию слов каких-то определенных. Вот. Кто-то вспоминал, что Гриша был тем, у кого можно было всегда точно узнать, что задано. То есть вот все там детали школьной жизни, которые, знаете, обычный школьник там половину пропускает и не слышит, и не знает, вот Гриша всегда четко знал. Вот эта вот, понимаете, концентрация невероятная на том, что он делает, да, она была у него всегда. И она, конечно, сразу же обращала на него внимание. Вот что такое интеллект? Интеллект – это
память, внимание и операционка, да, то есть операционные свойства интеллекта. Вот. И вот его концентрация внимания, да, качество внимания, распределение внимания, вот все, что связано с вниманием, это с раннего детства сразу выделяло его, резко выделяло его из всех. Это природное свойство, это как бы тут ничего не скажешь. Вот. Говорят, в детстве он до школы он ставил пластинки, ему ставили пластинки, а он развлекался тем, что играл в дирижера. Когда его привели к Залихман показать, она сразу сказала, что, кажется, это гениальный мальчик, и начала его учить. Он был идеальным учеником. Вот надо сказать, что в Петербурге было два гениальных пианиста, вот на моей памяти, да, это Соколов и Володось. Вот. И если Соколов был идеальным учеником, то с Володосем ситуация была прямо противоположная. Да? Им никто не умилялся, и наоборот, все были от него в ужасе, вообще не знали, что с ним делать. Ну, это другой разговор. Может быть, когда-нибудь я расскажу про Аркашу Володося тоже. Но сегодня мы говорим о Соколове. Я хочу подчеркнуть, что он был идеальным учеником. Идеальной собранности, скромности, старательности. Чем-то он мне даже напоминает в этом смысле Григория Перельмана, знаменитого математика, который известен тем, что совершил крупное открытие и отказался от премии там, по своим каким-то соображениям. Соколов, как никто другой, мог бы понять Перельмана в этом смысле. Вот Перельман, мне кажется, принадлежит к тому же психологическому типу. То, что я о нем читала, он тоже был идеально скромным, исполнительным, старательным учеником и поднимал руку только тогда, когда никто больше не мог решить задачу, когда он был единственный, у кого была какая-то гипотеза, тогда он поднимал руку. Во всех остальных случаях он руку не поднимал, но он внимательно всегда участвовал во всех уроках, он слушал внимательно, напряженно, так сказать. Видимо, понимаете, вот эти люди, да, вот гениально одаренные, сейчас я вот говорю и о Соколове, и о Перельмане, видимо, они просто, вы знаете, вот видят и слышат, и знают как-то больше, да, поэтому им интереснее, они в моменте, они вот как бы, они в этом моменте находятся. Вот. Ну и, конечно, вот золотая медаль, с которой Соколов окончил школу, безусловно, он не единственный, да, кто окончил школу с золотой медалью, но его золотая медаль, она, конечно же, знак не его каких-то амбиций, да, социальных, когда человек хочет таким образом, ну, возвыситься социально, да, вот получив эту медаль. Безусловно, в его случае это не то, про его отношения с социумом мы немножко поговорим позже. Вот. В случае Соколова, безусловно, эта медаль – это вот результат его рано вот проявившегося основного свойства, я бы его сказала так, которое его так поражает в его игре, способность к доводке, домотке, вот до конца, понимаете? Вот, например, обычный, там, не знаю, заурядный музыкант, да, скажет, что, ну, вот, все, вот здесь вот я заканчиваю работу, все, я вот сделал, да, все, что я мог, все, что нужно было, я сделал. Там, способный музыкант, он скажет, вот здесь вот, да, я сделал талантливый, вот здесь вот, а Соколов вот где-то там, понимаете? Вот. И вот это вот эти километры вот этой домотки, которые он способен, которые только он способен сделать, понимаете? Вот в этом суть, как бы, вот в этом и есть, как бы, суть, да, которая проявилась очень рано у него, буквально с детства, и касалась всего, чем он занимался. Вот почему я про школу, про эту золотую медаль говорю, потому что это тотально пронизывает всю его личность, да, на протяжении вот всей жизни. Все, что он делает абсолютно вот как бы доводя до совершенства, того совершенства, которое обычному человеку даже и не представить. Вот. Когда он вырос, его учителя, очень умные люди, безусловно, Илья Ильич Залихман и ее супруг Моисей Яковлевич Хальфин, который преподавал в консерватории и который в старших классах начал уже, так сказать, заниматься тоже с Гришей, то есть они вдвоем в 4 руки, в общем, его вели. Очень хороший был такой тандем, а третьим был Самуил Ильич Савшинский, преподаватель обоих этих музыкантов, и Залихмана, и Хальфина. Савшинский, вот они таким триумвиратом они вели Гришу.
Причем я хочу сказать, что Савшинский — это вот человек, который я просто тоже имею к нему какое-то небольшое отношение, потому что мой профессор, он тоже учился у Савшинского и очень его любил, был его, так сказать, таким любимым учеником и очень хорошо понимал его сущность его методики, да. Это были требования к очень большой точности. Вот. Там было меньше, так сказать, воды, разговоров там, о творчестве и так далее, да? Но было абсолютно четкие вот указания, требования, да, вот к точности. Вот если это вот вверх гамма, это крещендо, вниз это диминуэндо, причем это все должно было быть выполнено идеально. И вот такая методика, такая система, она как нельзя лучше подходила Соколову. Он в общем-то, сам про это, да, он сам вот про это, про совершенство, про идеальное воплощение. Вот. И они, будучи бесспорно очень умными людьми, понимали, что пора, так сказать, Гришу двигать. И они его двинули на всероссийский конкурс, всесоюзный конкурс, конкурс Чайковского. Вот он прошел вот этот путь большой и попал на конкурс Чайковского. И вот там случилась очень интересная вещь. То, что он получил первую премию, это было неожиданно для всех, никто этого не ожидал. Председателем жюри был Эмиль Гиллис. Фактически это было его решение дать Соколову первую премию, потому что и за это решение он очень дорого заплатил, Гиллис, потому что его не поняли, широкой как бы музыкальной общественности Гриша не понравился. Ну как московской такой вот публике, открытой такой. Ну понятно, что вот такой вот пухлый мальчик с пухлыми щеками, такой замкнутый, как Гриша Соколов, но он там не мог понравиться вот по определению. И только такой же гений Гиллис услышал в нем, понимаете, это тот случай, когда люди, которые очень глубоко мыслят, которые находятся на каком-то очень глубоком общем уровне, они друг друга находят. Вот Гиллис с Соколовым, они тогда нашли друг друга, и он услышал, Гиллис услышал всю эту вот далекую перспективу. Я убеждена, что Эмиль Григорьевич Гиллис, тогда давая Соколову первую премию, он видел все то, что с ним произойдет, он знал, что этот гениально одаренный мальчик вырастет в гениального и очень необычного музыканта. Он это знал тогда. Но я тут вот захватила, даже чтобы вам процитировать, что произошло. Да, письма. Я захватила письма. Значит, мало того, что в Гиллиса плевали, это рассказывала при мне Виктория Постникова, когда после объявления результатов конкурса члены жюри шли, и это была поздняя ночь или даже уже раннее утро, но поклонники и вот эта вот толпа вся, они ждали объявления результатов, и они стояли, они были наэлектризованы, и узнав, что первую премию дали Соколову, они были колоссально разочарованы. И когда шла вот эта вот процессия во главе с Гиллисом, какая-то женщина плюнула в Гиллис. Их проклинали члены жюри. Вот что Гиллису писали. Значит, эти письма выложил Кирилл Гиллис, внук Эмиля Григорьевича. Он в свое время выложил их в свободный доступ в Фейсбуке, вот, и разрешил пользоваться и цитировать их. Вот, значит, уважаемый Эмиль Григорьевич, мы, любители музыки, письмо от 29 июня 1966 года, мы, любители музыки, поражены и возмущены абсурдным решением вашего жюри о присвоении первой премии Григорию Соколову. Неужели более достойного претендента вы не могли отобрать? Взять, например, хотя бы Дихтера. Григорий Соколов еще очень сырой пианист, не обладает, масса как бы тут кавычек, да, не обладает достаточным интеллектом, подчеркнуто, интеллектом не обладает, достаточной музыкальностью. Одним словом, это не первая премия. Как-то не укладывается в сознание, что вы, музыкант с мировым именем, смогли поддержать такое решение жюри. Таким решением вы подорвали авторитет конкурса имени Чайковского, который считается самым значительным, или, вернее, одним из самых значительных конкурсов в мире. От имени ленинградских, о, какой ужас, а! Ленинградских любителей музыки, подпись. Ужас ленинградских любителей музыки. Про Ленинград я сейчас еще расскажу.
А вот письмо, которое Гиллис написал в ответ на... он написал его Берте Соломоновне Маранц. Это была известная пианистка, педагог, профессор Нижегородской консерватории. Она, видимо, ему тоже, так сказать, обратилась к нему с гневным каким-то письмом, они были лично знакомы, и он отвечает ей лично, поскольку они лично знакомы, он отвечает ей: Берта Соломоновна, восклицательный знак, почему вы по-дружески спешите рассказать мне о кулуарных толках, которым вы причислили и свое мнение? Каждый слушатель имеет на это неограниченное право, но вам, старому педагогу, не подобает включаться в спортивную лексику. Послушали, порассуждали, покритиковали решение жюри, в кавычках. Это вам необходимо знать, что это не прием в Московскую консерваторию. Конечно, вы не можете испытывать, что такое ответственность перед временем и музыкальной честью. Вот последние два предложения, они просто вызывают у меня дрожь, и я прокомментирую их. Вообще вот в целом письмо, вот это Гиллиса ответ, выражает его, конечно, крайнюю взволнованность, да, она такой вот, видно, что он не редактировал его, да, вот прям сел и написал вот что было на душе, и вот эту бурю, которая у него в душе, буря эмоций, да, негодование, которое у него была. Он как-то вот выражает здесь, она пишет про то, что это не он пишет про то, что это не прием в Московскую консерваторию, то есть, видимо, его упрекали, видимо, риторика была та, что Гриша Соколов — это обычный выпускник десятилетки, который поступает в консерваторию, то есть его игра вот она на таком уровне. Он ей объясняет, что это не прием в Московскую консерваторию. Знаете, вот как интересно, вот ничего же невозможно объяснить никому. Вот такая вот история, да, вот насколько человек слышит, насколько он понимает, насколько вот у него серое вещество способно, так и есть. Никому же ничего невозможно объяснить. Это очень печально, с одной стороны. И, конечно, вы не можете испытать, что такое ответственность перед временем и музыкальной честью. Представляете? Ответственность перед временем и музыкальной честью. Конечно, вот ответственность перед временем Гиллис нес колоссальную, и, в общем, он ее с честью пронес. Он, конечно, сделал то, что от него требовалось сделать. И, на самом деле, он очень поддерживал Гришу, у них завязались какие-то отношения. Гиллис сам был по характеру нелюдимый, такой достаточно трудный человек, такой абсолютно не светский, не улыбчивый. Вот. Но к Грише он отнесся с большой теплотой. Вот. И они были на связи, как-то он его поддерживал. И, конечно, для Соколова, я думаю, в те годы это было важно. Он Гиллиса невероятно чтил и ценил. Вот. Потому что все остальные, конечно, вот поставили большой-большой знак вопроса по поводу его победы на конкурсе Чайковского. Это вот знак вопроса, он длился очень долго. И вот, понимаете, вот наш город, да, вот городок наш, да, провинциальный, Ленинград, Петербург, он очень такой нарциссический город, да, потому что вот в нем такая вот есть нарциссическая динамика от обесценивания к идеализации, наоборот. Вот сейчас как раз вот эта кривая, она на пике идеализации. Вот сейчас как бы все наоборот, да, вот свою фазу обесценивания Соколов прошел, когда ему было, там, не знаю, от 16 до 30, тогда его все обесценивали, да, и не понимали. Только отдельные вот как бы гениальные люди, такие как Гиллис, да, понимали. А если даже, в общем-то, ведущие профессора консерватории, такие как Берта Соломоновна Маранц, они, в общем, считали, что это, в общем, обычный такой абитуриент консерватории, да, можно представить себе, что, конечно, очень многие люди профессиональные, да, разбирающиеся, этого не слышали. Но опять же, я уже сказала, человек слышит то, что он слышит, и все. Вот. А сейчас вот как бы эта кривая, она вот на пике идеализации, сейчас как бы другой крен, понимаете, вот тогда было обесценивание, а вот среднего у нас как-то вот почему-то нету, да, в городе. А сейчас наоборот, сейчас вот эти толпы поклонников безумные, которые заполняют залы, за любые деньги покупают билеты какие-то вот, ну просто по невероятным ценам. Я не хочу сказать, что это того не стоит. Хочу сказать, что они вообще понимают, что они слушают, я вот не знаю. Вот. Я тогда перейду уже, наверное, к тому, о чем я хочу сказать сегодня. Сегодня ему 70 лет, да, вот это вот путь пройден, можно сказать.
этот путь пройден, хотя он продолжает по нему идти. Вот. И что я думаю, да? Я посмотрела записи в своем живом журнале, я была на концертах последние годы, я была на концертах 2010 года, 2016 и 2019. И у меня после всех концертов есть записи, вот я себя благодарю за это, что я сохранила эти впечатления. Вот, если вспомнить вот как бы, да, вот весь путь, который... Я помню, когда мне было 7-8 лет, и нас, детей, сажали в первый ряд, а акустика большого зала, она очень сложная акустика, на самом деле. Но в первом ряду вообще невозможно сидеть, да, в 13-м где-то ряду, там, в 12-м, там, 15-м, это такая яма звуковая, да, лучше всего сидеть в конце, в 20-х рядах, вот туда вот дальше, 20-й, 25-й, 30-й. Вот, и вот мы сидели в первом ряду, он играл третий концерт Рахманинова, его левая нога вот так вот ходила, он был просто вот в раже, это был пот летел, да, со сцены в зал, вот эти вот развивались волосы, вот. Это была такая буря темперамента, это был такой натиск невероятный, просто, не знаю, я была в ужасе. Ужас какой-то, я думаю, что это такое, мама, забери меня отсюда. Вот, и я потом не раз была как-то в ужасе от Соколова, ну, в таком вот, как бы, знаете, в таком высоком, я бы так сказала, ужасе, если так можно выразиться, да. Я помню его концерт лет 25 тому назад, он играл средние сонаты Бетховена, 15, 16, 17, кажется. Вот я помню, в 16-й сонате он измучил, он извел второй частью так, что я не могла, по-моему, заснуть ночью, я промучилась, знаете, такое тяжелое, такое давящее воздействие. И я хорошо понимала, что нет, это неправильно, вот такая реакция, она неправильная, то есть, ну, вот что-то, какой-то неправильный, видимо, был посыл, вот если вот такая реакция. На следующий день я кого-то встретила из коллег, мы это обсудили, да, что очень тяжело слушать Соколова, это просто невозможно. Это настолько давит, что настолько мучает вот каждой интонацией, напряжением каждого интервала, что это очень тяжело слушать. Вот. Потом в отношении его совершенства, которое, так сказать, ну, вы знаете, это не просто вот совершенство. Ведь 20 век это 21-й тоже знал немало виртуозов, музыкантов, немало замечательных пианистов, совершенно виртуозно владевших инструментом. Но, пожалуй, я бы сказала так, что в плане вот как бы пальцевой, кистевой техники, вот я думаю, что Соколову равных нет. Не было, особенно в его лучшие годы. Такой приспособленности, такой прилаженности, такого штриха, да, такой пальцевой техники нет ни у кого. Вот. И я помню, учительница нам строго говорила после концерта: все поняли. Вот мы росли вот с этим, понимаете, вот все поняли. Я не знаю, как другие, может быть, для кого-то факт наличия вот такого гения рядом служил как бы таким мотивирующим фактором. Для меня это был четко демотиватор, потому что я понимала, вот Соколов, а вот я. А зачем я тут? Если вот, да, то есть должны играть те, кто может играть, да, как Соколов, а не те, кого отдали на музыку, да, как меня. Вот, и однажды в консерватории был смешной эпизод, Соколов уже преподавал в консерватории, на каком-то зачете я узнала, что в комиссии сидит Соколов, я должна играть на каком-то экзамене или концерте, я не помню, или это был зачет, что это было, я не помню, но в комиссии сидел Соколов. Я испытала ощущение такого абсурда происходящего, какой абсурд, зачем это все нужно вообще? Соколов сидит в комиссии, да, он сидел. Он преподавал в консерватории, я ходила слушать его уроки, тогда классы были открыты, я не знаю, как сейчас тоже, наверное, открыты. Ну, сейчас просто в консерваторию, говорят, не пройти вообще. Ну, неважно, я тогда училась сама в консерватории, поэтому, ну, и пройти можно было везде легко. Короче, я ходила на уроки, которые вел Соколов со своими учениками, и это, конечно, была жесть, я хочу сказать.
он предъявлял к ученикам те же требования, что он предъявлял к себе. Я помню, ученик играл третью сонату Бетховена. Хороший, кстати, ученик, хороший пианист. Играл третью сонату Бетховена, вторую часть, там это ра-ра-ри-ра-ра-ра, вот эта фигурация, когда идут, и когда там тирам, тирам, ну, в общем, руки перекрещиваются. Вот над этим местом Соколов с ним сидел практически весь урок. Он говорил: неровно, неровно, еще раз сыграйте, неровно. Вы слышите? Неровно. Вы слышите, ничего не получается. Вот так он как бы разговаривал. То есть он как бы со своей меркой подходил, да, вот для него это неровно, а то, что для ученика, это уже, ну, максимум того, что он может. Он не слышит как бы, ну, по-другому, он слышит вот так вот, понимаете, и в общем, он его мучил своими вот этими требованиями, но разница-то в том, что Соколов-то сам-то способен как бы от себя потребовать и это сделать, а никто другой-то этого не может. Ну вот поэтому его педагогика, конечно, носила такой, в общем, странный характер, и он вскоре, в общем, ее и прекратил, уже начались новые времена, границы открылись, импресарио Франко Паноцци увез его в Верону, где поселил его там в своем доме, чтобы, видимо, крепко-накрепко привязать к себе. И там, в общем-то, Соколов и поселился. Здесь, в Петербурге, он всю жизнь прожил в той же квартире, в которой он вырос со своими родителями на Благодатной улице, никаких других квартир у него здесь нет, адресов. Когда он приезжал, он останавливался в этой квартире. Вот. И что я хочу сказать все-таки вот в заключение о его игре на сегодняшний день, что я думаю. Вот для меня есть два Соколова. Вот четко для меня есть два Соколова. Знаете, вообще вот это вот как бы, ну там в консерватории нас учили вот аполлоническое, дионисийское. Для меня четко в Соколове есть аполлоническое, есть дионисийское. Они существуют достаточно, как бы, знаете, вот в раздельном как бы виде, знаете, как вот черный и белый лебедь в свое время до революции, по-моему, и, по-моему, даже еще и после революции какое-то время, белого и черного лебедя танцевали разные балерины, да, то есть, значит, это было два разных персонажа, белый лебедь и черный лебедь. А сейчас в наше время уже очень давно одна балерина танцует белого и черного лебедя, тоже интересно психологически, да, вот как Карл Густав Юнг, персона, тень, да, вот одна это личность или две это разные личности, вот подумайте, кстати, об этом, это интересно. Вот для меня Соколов прям вот распадается на два таких вот, как бы, на две таких части. Я, конечно, понимаю, что это неправильно, что он для меня распадается. Ну вот я же говорю, как и есть, я все честно вот рассказываю, для меня он распадается, да, на две таких части. Вот, да, вот все, что связано с аполлонической частью, с гармонией, да, вот когда это гармонично, когда это светло, когда это легко, когда это прекрасно. Я помню концерт Бетховена тоже лет-то, не знаю, 20 тому назад, 25 примерно он играл. Первый концерт Бетховена с оркестром, это был один из его последних выступлений с оркестром, да, ну, потому что для Соколова играть с оркестром это, ну, так слегка абсурдно. Я помню, вот он играет. А потом кто-то в оркестре должен повторять, да, эту фразу. И, ну, бредок, в общем, получается, конечно, полный. Потому что я думаю, что дело даже не в том, что даже самый лучший оркестр, я не думаю, что Соколову можно играть в ансамбле, да, я не думаю, что с ним можно играть в ансамбле, настолько он все-таки такая замкнутая система. Я могла бы об этом побольше рассказать, я просто не хочу затягивать видео. Вы мне расскажите, вы мне напишите, если вам это интересно. Я сделаю еще одно видео о его личностных чертах, о его таком психологическом портрете, то, как это реализуется в его творчестве, в его игре. Просто это отдельная такая довольно длинная тема. В общем, напишите мне, если вам это интересно. Вот, да, это был один из его последних концертов с оркестром, это был первый концерт Бетховена, это было изумительно, это было, понимаете, как будто прямо вот открыли окна, и вот свет, и, кстати говоря, вот такое же впечатление произвел его второй концерт Сен-Санса, которым он победил на конкурсе Чайковского в 16 лет. Многие люди рассказывали о том, что вот играл Слободяник, третий Рахманинов, он настолько хотел, вот, так сказать, получить эту премию, что он прям так вот, так сказать, нажимал сильно на педали.
Вот, рояль дымился, и, в общем, он излил всю свою, так сказать, страсть, желание успеха. И когда после него вышел Гриша Соколов, да, с отточенным, элегантным, изящным, изумительным, тонким вторым сенсанса, было впечатление, что просто вот открыли форточку, и вот какой-то свежий ветерок, и солнышко. Вот такого Соколова я обожаю, я просто умираю от такого Соколова, когда я его слышу. Я ссылочки вам оставлю внизу, да, когда он играет французских клавесинистов, когда он играет вот это вот Баха, эту вот прелюдию соль мажорную. Вот такой Соколов, это, конечно, просто чудо из чудес. Это вот просто что-то вот уникальное, это из вершин исполнительства. И вот другой Соколов, да, которого мы слышим последние годы все чаще и чаще. Тяжелая, давящая такая вот игра, вы знаете, наматывание кишек на кулак. Ну, извините за такое выражение, да, но я вот говорю, что думаю. Я человек простой, говорю то, что думаю. Просто вот как бы вынимание души. Многим очень нравится, многие прям вот такие ходят просветленные. Я вот после таких концертов каждый раз думаю, не пойду больше, ну не пойду. У меня столько раз уже это было, и когда я думала после концерта, что я больше не пойду на концерт Соколова. Ну все, я больше не могу, я устала, я от него устала, я больше не могу это видеть. Но вообще, на самом деле, все такое вот очень большое, и оно, в общем, от него можно устать, на самом деле, потому что трудно соответствовать этому. Поэтому я и удивляюсь, откуда вот этот вот ажиотаж массовый, откуда эти тысячи людей, которые ломятся на его концерт. Это же так тяжело его слушать, это же такой труд, это же вообще вот ни разу не развлечение. И не всегда как бы этот труд вот себя оправдывает, как мне кажется. Ну вот для меня вот так вот, во всяком случае. Вот. Но в целом все равно, конечно, Соколов это наше все, и спасибо ему за то, что он есть. И мы ему желаем здоровья, и еще долгих лет, пожалуйста, выходите на сцену, играйте, мучите нас, наматывайте нам кишки на кулак, показывайте нам, как надо жить. Очень-очень хочется, Григорий Липманович, вас снова услышать. Пока-пока.